Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня поиграем за Змею Арис, наверное, даже поиграем в командных боях. Ну, по крайней мере, зайдем туда, посмотрим, что, как оно там работает. Если будет плохо, пойдем в стандартный. И по новостям, пока что все тихо, разрабы там публиковали новости про то, что золотая лихорадка сегодня заканчивается, все дела. Также не писали, что знают про вот эту вот суть ивентов, который уже месяц почти что идет, и то, что они ею занимаются, этой проблемой, то, что самих ивентов нет. Очень рад этому на самом деле. Ага, очень. Очень рад. Один ивент за 2 недели. Нормально, и тот невозможно выполнить. Ох, как интересно. Ох, прям лучшая игра в мире. Ладно. Отправляемся в командные бои на змеючке. Поразваливаем. Блин, 3700 жетонов. Как же манит она прокачать ее на 17 уровень. Правда, не факт, что дойду, конечно, потому что там 15 вроде 2000 жетонов стоит. Или 16. Ну, короче, не помню, что конкретно, но, в общем, там дофига. Попробуем сразу же добраться до гранатки золотой. Ой, опять команда вроде уникала, но это не точно. Как вы знаете, у меня змея Арис сейчас настроенная, поэтому с нее очень много можно будет сделать в этот раз. Ну, по крайней мере, я так рассчитываю. Опять же, надо, чтобы команда еще была хорошая. Адекватненькая. О, легендарный ботик. Это мне. И два них сами сейчас скажут домой, да? А ну отошли. Ага, конечно. 6-й никс забрал, понимаю. Вот этого мы челика спасать не будем. Да и 2-го никса спасать не будем, как говорится. Пусть умирают. Эх, блин, так не хочешь. Вот, знаете, каждый раз одно и то же. Одно и то же. Ты вот не хочешь их спасать, но приходится, потому что это же командная игра. Да, они не хотят играть командно. Но ты-то... Ты обязан играть командно, иначе проиграешь. Вот такие вот дела, к сожалению. Ну, что поделать. Придется смириться и тащить. О, просто чел обиделся на того 6-го уровня Никса и стоит, ничего не делает. Ах, типичный Никс. Не дали легендарный дроп. Ну да. Ему же он был так нужен. Он же целый 10-й уровень. А я целый 14-й. Ну и то, что у меня вот такие вот гранатки, у него похуже, это не важно. Хотя у меня еще только... Гранатки не очень прокачаны, на самом деле. Я не помню, правда, какие, но не очень. Сейчас один Никс у нас умрет, потом умрет 2-й Никс, мы его спасать не будем. Но все равно без дефибрилляторов. Смысл его спасать, в принципе. Время только потратим. Брюсик, ну, я не знаю, как мы сейчас будем побеждать, просто слов нету. Есть один шанс, это то, что сейчас последние два склада между собой начнут драку, и мы такие придем к середине драки, где они друг друга поубивают уже. Я просто кину гранату и все, умрем. Вот. Тогда у нас есть шанс на победку, но если такого не будет, то шансов нету. Практически нет, никаких. О, 2-й Никс очнулся. Ну ладно, шансы появились. Теперь будет поинтереснее. Да, сейчас будет весело. Интересно, где же они дерутся? На карте-то их не видно. Ну, сейчас узнаем, как говорится. Главное мне сейчас не играть в ближнюю дистанцию. Нужно постоянно держать ее. Нужно постоянно сейчас красиво играть. Во, нашли противников. Закинем гранатки. Будем сейчас играть через даль. Через даль. Вот так вот красивенько. Так, моя команда немножко... Вот это понимаю выстрел у Никса. Я его даже не вижу, но у меня уже стреляет. И причем попадает же, самое интересное, то, что, да? Я там жирафчик какой, дерзкий, а? 12 уровня. Блин, приходится играть через ближний бой. Потому что не победить по-другому. Так. Ну, блин, какая же змеюка классная все-таки. Столько урона. Ну, блин, там челики просто АФК. Ну, они такое, да. О, 2-й склад к нам. Вот, блин, почему к нам приходит 2-й склад и мешает побеждать? Акула, нет, шансов тут вообще никаких. Слишком жесткая змея. Все-таки слишком жесткое замедление получается. Как по мне. Похилимся сейчас немножко. Кенгуру сейчас умрет, правда. Кстати, у него есть 2 аптечки, но он просто их не использует. Он просто идет... Ой, какие же интересные игроки. Ну ладно, мы победили. Ребята в итоге молодцы оказались. Ну, конечно, там было все изи. Я как бы закидывал гранату, они все умирали. Ничего особенного прям такого не было, но... Я рад, что мы победили даже с этими уникалами. Как бы изи победка. Прогнали дальше. Теперь, наверное, придется ждать выходных опять, потому что золотая лихорадка будет ближайшая на выходных, если вообще повезет. Хотя не всегда на выходных, да? Не было еще такого раза, чтобы не было на выходных золотой лихорадки. Поэтому, блин, гранатку сейчас заберут. О, достал. Так, здесь у нас легендарный бот. Конечно же, сейчас наши друзья прибегут его забирать на Никсах, да?
6-е, 7-е никсы, конечно же, кому он еще нужнее. Ну да, ну да. Типичные. Как неожиданно. Ну ладно, пофиг. Как говорится, на них. В принципе, уже привык. Сейчас ботика этого убьем, заберем с него серебряный дробовичок и пойдем драться с этим Никсом. Никса спасать не будем, 9. Все равно придется, да. Все равно придется спасать, если хочешь победить. К сожалению. Ну, если они сами нарвутся там куда-то, пойдут умирать, я их спасать не буду. Если что. Блин, не достану, да? Вот минус это. Вот просто активный навык бесполезный. Как? Он иногда полезен в соло-боях, когда ты там 1 на 1 вначале дерешься. Либо когда нужно добить цели. Вот тогда он полезен. А так вообще 0 полезности. К сожалению. Но что есть, то есть. Такс. Блин, мне бы легендарный дробовик. Я бы так тут бахал. Кстати, этот радиус у змеюки. Он уже просто на полкарты был бы. Эх, как же не везет с командами. Ну ладно. Главное не расстраиваться. О, эти уже умерли. Так, закидываем все красивенько. Бахаем. Опа, Никс умер. Который был с легендарным дробовиком. Ну и все, команда проиграла. Какой полезный легендарный дробовик, да? Ну, у них 3 12 уровня было. А у меня здесь был один Никс 9 уровня, который... Я даже не заметил, как он умер. То есть, вы понимаете, мы здесь были вдвоем против 5. И из них было 3 12 уровня. И я на змее. Конечно, конечно, нужно было действовать по-другому. Нужно было просто стоять и закидывать гранату и кидать дробовик. И, возможно, я бы победил. Скорее всего, да, но... Больные игроки в нашей игре не дают тебе победить, к сожалению. Потому что им лут нужнее. Да, наверное. Так, они сейчас там залутают эти. Я залутаю гранатку здесь. И все у нас будет красиво. Эх, печально, конечно. Но что поделать? Такая игра. О, кстати, копье. Бронзовое надо забрать. Ребятки там, скорее всего, уже какое-то копье забрали. Моя команда прекрасная. Ну, в этот раз хотя бы по лучше уровню. Чуть-чуть. Там, ну, играют они вроде командно, плюс-минус, да, там он 11 есть, 13. Не, ну сейчас-то даже по уровням очень все классно. У нас есть ближники сильные, есть Ореол, есть Ген. Ну, знаете, у нас такая сейчас команда неплохо сбалансирована. Конечно, Никсов не хватает. Но, что есть, то есть. Попробую сейчас резнуть наших друзей. Блин, как же я промахнулся красиво. Ну, лев у нас, видите, вот молодец. Один стан льва и все. И как бы победка изи оформлена. Как же Джейд здесь бегает в наглую? Я просто офигеваю с этого. Себе такое позволяет? Этот Джейд. Ну, Лиська убежала уже, ладно. Просто играем командно. Командно, наш Генри. Генри вроде бы залутал легендарный дробовик, но это не точно. Ну, это печально, вроде бы 12 уровень. Ну, он с кофем, да, это Генри с кофем, что там было думать вообще? Когда увидел кофе, можно было все уже понять. Вот знаете, ни разу не ошибается, если, точнее, ни разу не ошибался в вердиктах о игроках, если они носят кофе. Вообще ни разу. Просто сразу видно, что он неадекват. Ну вот, 10 из 10, как бы. Ля, какой дробовичок, а? Красиво. Был бы легендарный. Эх. Мне бы сюда легендарный дробовичок. Так бы бахал, так бы бахал. Красота. Ля, какой урон наношу, а? А еще даже не подошел к ним впритык. Просто бахаю себе здесь на халявку. И столько урона получаю, точнее наношу. Ну, получаю, конечно, тоже немного, но не в таком объеме, конечно. Опять мы на краю зоны деремся. Немножко не дают мне тут пошевелиться. Блин, как же пингвин у меня попадает, а? Вот наглая морда на халяве хп выживает. Джей туда 7-ю еле добили. Так, нормально, их там запугал. Теперь мы сейчас залутаемся здесь. Аптечку. Ого-го-го, как же тут хорошо нападало-то, а? Как же хорошо нападало-то. Держимся вместе. Генри очень странный.
постоянно как-то соло играет. Ну хотя ему... Ну, значит, блин, ботинок и кофе, понимаете? Это из 3 слотов. 3 слота, ботинок, кофе. 2 занимает. Офигеть. Офигеть, на Генри. Там около длины зубы вампира. И еще 1 слот остается на рандом. И вот у них там это ботинок и кофе. Офигеть. Там что, еще змея какая-то была? Или мне показалось? Просто мне не отображает персонажа зазомный, как вы видели только что. Интересно очень. Но победка. Очень много, кстати, урона все-таки внес я там из склада, который с пингвином был вместе. Повезло, на самом деле, потому что они там стояли себе, поглощали урон, который я в них закидывал. А я себе кайфовал. Потому что у меня там одна плюха прилетит от этих 5 игроков. И изи победка. Ну что ж, ребятки, на этом закончим. Вот такая вот змея Айрис, в принципе. Персонаж годный, тащунский. Если команда хоть чуть-чуть адекватная, все, это победка на изи. Просто нужно всегда держать дистанцию, никогда не лезть вперед, даже если ваш противник умер. Лучше воздержаться, лучше продамажить побольше, а уже потом, под конец, резать союзника. Тогда будет профита побольше и шансов на победу еще больше. Да. Такие дела. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.